Добрый день, друзья! Сегодня у нас в гостях в нашей клинике «Атлант» прекрасная спортсменка. Она сейчас сама скажет, как ее зовут, чем занимается. И мы уже снимали ролик для английского канала. Кстати, кто не подписан, ссылочка внизу. Офигенный канал, да? Расскажи, как мы там делали хиропрактику, то есть костоправство по-русски. И я у нее обнаружил проблему, связанную с ее, как я думаю, перетренированностью. Сейчас мы будем разбирать. Ты расскажи, что у тебя болит, сама своими словами. Представься там. Всем привет, меня зовут Лера, мне 20 лет, и я занимаюсь спортивными танцами. Преподает, кстати, моей дочке преподает. Да. Так вот, у меня в последнее время очень сильно болит поясница, если это так правильно, поясница. Мне кажется, это из-за того, что я танцую на высоких каблуках и танцую очень много времени. По сколько часов в день? 5 часов в день. Ого, 5 часов в день. Да. И все на высоких каблуках? Нет, высокие каблуки только 2 часа. 2. Ну какая высота примерно в сантиметрах? 15 сантиметров. Ой, мой год. Ой, я ж на русском канале. Господь Бог по-украински, да? Да. Ребят, 15 сантиметров 2 часа. То есть я уже физически представляю, что у нее идет опрокидывание всего туловища вперед, и она хочет удержать свою падающую конструкцию, корпус, да, и поэтому напрягаешь поясничные мышцы, вот эти экстензоры, разгибатели, ты напрягаешь. Да. Ну, сейчас мы покажем. Также еще в хопе постоянно... Становись вот спиной к камере, вот какая-то, становись вот так ко мне лицом, вот сюда, я так поменяемся. Вот эти мышцы, это вот здесь находятся экстензоры спины, а вот здесь квадратные, они сбоку, поэтому они болят. Они прикрепляются вот сюда от нижних ребер к рису, к верху риса. Также само напрягаются мышцы ягодичные. Тут большая ягодичная, здесь средняя, и вот они болят. Они всегда у тебя вовлекаются в внимание. Ну и сейчас я покажу, что с ними делать и как можно натянуть самой во время отдыха между тренировок. Садись сюда, ложись вернее. Так, сейчас на живот, да. Сейчас будет очень интересный момент. Как можешь сама их тянуть? Во-первых, ты должна делать выпады. Знаешь, простые выпады. Да. Вот. Во-вторых, становись сюда на коленку, одну ногу под себя. Хитрый выпад. И вот сюда ступню. О! Да. Вот эту ногу на носок ставим, на носочек. Угу. На носок больше. Угу. Колено подымай. Угу. Пятку тянешь туда назад. А здесь чувствуешь, как натянулось? Вот тут тянет очень. Да, и там, и здесь. Это твои выпады. Если ты пятку больше натянешь, включатся вот эти ягодичные, начнут растягиваться. Давай другую ногу пробуй. Угу. То есть сначала обыкновенные выпады, сейчас ты после массажа ты разогретая. Ну, хотя на станции ты тоже разогрелась. Обыкновенные выпады, а потом вот это делаешь, да? Смотри, если вот эту ногу ты вот сюда заведешь, то растяжение будет еще больше. Ты на шпагат садишься, да? Пяточку назад. Вот назад. Вот правильно. Почувствовала, как натянулось? Шикарно? Хорошо. Теперь ложись на живот. Что мы можем делать дома сами? Значит, эта штука продавалась у нас на курсах прикладной кинезиологии в Киеве. Я ее купил, стоит недорого. Чем хорошо? Она остистые отростки позвонка пропускает сквозь себя. Кстати, кто еще не подписался, subscribe, подпишитесь быстренько. Что получается? Вот представьте, вот это ее позвоночник. Очень наглядно будет сейчас видно, да? Вот. И вот эти вот, некоторые называют, у меня был пациент, говорит, горбыля торчат. Это остистые отростки. Вот эта впадина для них, чтобы их не травмировать. А вот здесь идут паравертебральные мышцы. И по всей спине можно продавливать. Смотрите, у вас наверняка кто-то есть в зале, да? Вот такую штуку можно заказать, стоит копейки. Вот ты легла на пол, там маты у тебя есть, да? И вот человек тебе вот так по спине прошел, надавил. Они мягкие, резиновые. Вот. И тут, где самая боль, смотри, вдох, да, вдох, выдох. И расслабляй мышцы сама. Я ничего не делаю, я просто пока держу. То есть это акупрессура называется. Китайцы ставят иголки, но иголки зачем нам надо? Там у тебя может не стерильно быть, там спирт нужен, ватку вытирать. Сейчас через минуту пройдет.
Да, справа, значит, у тебя больше болит, потому что ноги разной длины. Серьезно? Really? Реально? Yes! Серьезно? У тебя ноги разные. Одна правая, одна левая. Да. И каблуки разные. Один тоже левый, другой правый. Тут лучше, да? Угу. И вот так просто обдавливаем. Дальше, пошли сюда. Ой-ой-ой. Это если есть напарник. Чувствуешь? Угу. Так же самое можно вот так вот здесь крестец продавить. Если никого нету, ложись на спину, переворачивайся. И ты сама себе подкладываешь. То есть, понимаешь, чтобы вот эти вот остисты вот сюда упали, в ложбинку. Сама себе подкладываешь, ложись. Все. И расслабила. Во. Чувствуешь? Конечно, давление не такое сильное, но если ты так поспишь 10-15 минут, вечером дома можешь. Между тренировками есть 5 минут? Вот Нет, да. никогда. Никогда. Ну, если будет сильно болеть, она сама уже ставит куда надо, да? Кайф, да? Кайфово. Вот и лежишь. И расслабляем мышцы пресса, расслабляем. Можно вот так регулировать давление. Поджимай ножки под себя. Поджимай. 2. И ногами туда, сюда. Видишь, накаты. Ты накатываешься на больную мышцу. Да. У тебя с правой стороны больнее, да? Вот. Накатись на левую, натянешь правую. Туда, сюда. Это просто давняя у тебя проблема. Ну, у тебя же сколиоз. Он хоть небольшой, но сколиоз, первая степень. Если бы ты не ходила на каблуках, так бы не сказывался. Из-за того, что ты ходишь на каблуках высоких, танцуешь даже много, плюс еще сколиоз, твои мышцы в постоянном напряжении, удержать это все. То есть это хронически. Сколько ты лет уже танцуешь? 5 лет точно. Ну вот, 5 лет ты на этих каблуках. Это очень вредно. Плюс у тебя был перелом ноги, ты сама рассказала здесь. Ты не знала, и у тебя кости без гипса срослись чуток неправильно. То есть тебе надо делать коррекцию стопы, идти к врачу, к ортопеду, смотреть, что с ней. Иногда даже бывают, ломают, заново ставят. Но у тебя все нормально, потому что я же ее проверял. Вот. Ребята, я делал на этой правке, на английском канале ей правку стопы. Реально перейдите, подпишитесь и посмотрите этот ролик с ней. Обалденно там вот было. Представляете, я первый раз в жизни правил, ну, может быть, второй перелом ноги, который сросся без гипса. Ну, очень редко бывают такие пациенты, которые что-то поломают и не надевают гипсы в 21 веке. Вот. Дальше. Проверяем твои ножки. Поднимай таз, я уберу. Это тут лежит. Проверяем ноги на разность длины ног. Так, ну, по ходу у тебя ножки действительно разной длины. Правая немножко короче левой. То есть вот эта нога, короче, ну вот так вот. Точно это у ортопеда можно замерить. У них есть специальное оборудование, там такие артроскопические весы. И что делать надо, чтобы... Ну как что? Вот пойдешь, узнаешь, какой есть трактор, тебя привяжут к забору и будут ногу вытягивать. Переворачивайся на живот, еще на животе продиагностируем. Так, и здесь четко видно. По носкам вообще видно, по пяткам и носкам. Да, в камеру видно? Ой, вообще видно, да. То есть мы сейчас, я даже сфоткаю. И вот я показал на камеру фотку. И вот тебе. Видишь? Да, это реально. Теперь пошири бедрами, ноги туда-сюда. Да, вот, да, как паровозик, да. И я их руками не буду трогать. Шевели, шевели раз 10. И все, выравнивай ровно. Как сама чувствуешь? Все, успокойся. Ровненько лежишь. Смотри, я тебя не трогаю, ничего не тяну. Видно, да, на камеру? То есть я тебя не трогал, видишь? Угу. Это не то, что я где-то одну потянул. Вот правая нога, короче, ну, на сантиметр. Видно? Угу. Это надо равнять. Так, можешь садиться. Так, смотри, сейчас мы теперь проверим руки, разность длины рук. Сядь вот так, ножки туда свешивай, и ручки перед собой, и закрой глаза. Не, сядь, чтобы ноги висели. Угу. Закрывай глаза, и ручки вот так складывай. Угу. И поделаю вот так, как ногами, взад-вперед. А теперь ровно сложи, опять, опусти, сложи. И опять сложи, давай. Угу. Все, а теперь замерли, зафиксировали. Все, и смотри на свои пальцы, сгибай локти.
Видишь, какой палец длиннее? Правый. Правый чуть-чуть длиннее. Это из-за сколиоза. Но это после правки. До правки у тебя было больше. То есть из-за сколиоза, вот смотри, вот сейчас, вот у меня нет сколиоза, пальцы ровные. Но вот представь, если человек чуть криво стоит, или одна нога короче другой. Вот смотри, вот я сейчас тапочки специально убираю. Вот видишь пальцы, вот они ровно. Видно на камеру, что пальцы ровно? А теперь я убрал одну тапочку, я сделал ноги разной длины. То есть смотри, плечи что у меня начали падать. То есть какое плечо упало? Там, где нету тапочка, левое упало. И что получилось? Что эта рука подтянулась, и палец какой правый стал длиннее. Понимаешь? Вот и все. Вот. Но это у тебя разница длина рук из-за сколиоза спины. Нога тоже? Вот. Не. Возможно, сколиоз из-за ноги. У всех людей ноги разной длины. Только у кого-то на 1 миллиметр, у кого-то на 2, у кого-то на 2,5, а у кого-то на 15. У меня в Питере была девочка, 14 лет, и есть ролик про нее. У нее врожденная была аномалия длины ног 4 сантиметра. Были рентген-снимки 4 сантиметра. Там только операция, наращивание костей, но 18 лет. То есть врачи не делают операцию, пока не закроется костный рост. 18 лет заканчивается, в 19 тогда делают, дошивают. А так стельку подкладывают. 4 сантиметра врожденная. Понимаешь? Вот возможно из-за того, что у тебя с детства были ноги разной длины, плюс ты много сидела в школе неправильно, у тебя развился сколиоз. Но прикинь, всю жизнь ходить вот на одном есть каблук, на другом нет. Вот попробуй. Вот ты идешь и хромаешь. Естественно, спина криво. Ну вот видно в камеру, да, вот я убрал тапочек. Вот я одел и я выровнялся. Что ж тут непонятно. Вот. Теперь еще дальше садись, чтобы вот тут под коленками. Да, теперь выравниваю ножки. Так, теперь смотрим. Где моя мамила? Вот ты села тоже сама, да? Как тебе было удобно, да? Вот. И я сейчас фоткаю сидя. Ну, как бы тут ракурс по-другому взять неудобно. Ну, увидишь. Видишь? Какая нога, короче. Значит, мы назначим тебе консультацию ортопеда. У нас в Херсоне есть, там на Суворова хороший врач. Ты станешь на эти весы, он тебя посмотрит. Как минимум назначить стельку. И пока ты будешь ходить на стельке, мы будем править тебе сколиоз, бедра. Еще мы сегодня бедра вообще не трогали, таз. Потому что он у тебя сильно болит. Я дотронуться не могу, понимаешь? Представляешь, если еще туда давить, что-то хрустеть, править, ты бы тут просто бы плакала. И когда мы тебя уберем сколиоз, на это уйдет где-то год. Настраивайся. За этот год мы разблокируем таз, поубираем, увеличим его подвижность, потому что ты ходил, у тебя один сустав заблокирован. Какой сустав будет заблокирован? Какой ноги? Длинной или короткой? Короткой. Нет, длинной. Вот смотри, одна нога длиннее. Ты когда прыгаешь на танцах, какой удар получает Левая. нога? Та, которая длиннее. Она же первая. Ну вот эта нога длиннее, вот у тебя левая, да? И ты прыгаешь на танцах. И вот весь удар механически, кинетически передается на левую ногу, на колено, потом в бедро. И она заливается просто. Прикинь, сколько ты прыжков делаешь за 5 часов. За 5 лет, за 5 часов тренировок. У тебя, естественно, удар по колену и удар по тазобедренному. Пока ты молодая, у тебя сустав еще не разрушился. Но 50-60 он может разрушиться. Сейчас надо лечить. Ну вот, в принципе, мы разобрали биомеханику. До этого мы разбирали биомеханику Марго. Я думаю, это интересно было. И сама суть, любой доктор, ортопед, невролог, травматолог может это увидеть, разобрать. Но взять и выправить это все руками не каждый. Почему? Во-первых, это долго. То есть, если бы там в 12-14 лет был бы один срок, да, в твоем там 20 лет это уже для... У тебя же костный рост закончился, уже кости сформировались, они закрыты. Что мне придется сделать? Поломать их, перестроить заново. Представляешь, поэтому больно, да? Многие не соглашаются вот, на костоправство, потому что реально надо... В старину вообще, как правило, парили тело в бане 3 часа, 5, 6, сколько, чтобы оно было как ватное, мягкое. Человек уже почти теряет сознание. Вот, костоправ разбирает весь позвоночник, все суставы по запчастям и заново складывает. А как руки правятся? Вот когда человек руку ломает, травматолог, вот так кость, вот я ломал. Травматолог тоже берет, складывает и фиксирует это гипсом. Но рука это одно,
А позвоночник гипсом не зафиксируешь, он срастется и все, и ты не сможешь гнуться. Понимаешь? Поэтому мы должны жить и правиться, перестраиваться. А корсет должны делать мышечный. Ну, у тебя мышцы хорошие, то есть ты тренирована, у тебя он держится. Просто он держится чуть неправильно. Ну, в принципе, все. Кому было интересно. Тебе интересно было? Да. Да? Ну, я думаю, нашим подписчикам тоже будет. Что нас сделать, скажи? Подписаться на канал и поставить лайк на видео. Много лайков. И сделать перепосты. Все, всем пока. Медицинский центр «Атлант».